На взлетно-посадочной полосе готовится к вылету пассажирский самолет Airbus A310 авиакомпании «Сибирь». На борту 195 пассажиров и 8 членов экипажа. Самолету предстоит выполнить рейс 778 по маршруту Москва-Иркутск. Этот, казалось бы, обычный полет станет одним из самых трагических в истории российской авиации. «9 июля 2006 года. Аэропорт Домодедово. 16 часов московского времени. Пассажиры в терминале нетерпеливо ждут, когда объявят посадку в Иркутск. Их рейс номер 778, а лететь предстоит на Airbus A310 авиакомпании «Сибирь». Airbus A310 – широкофюзеляжный самолет, разработанный в конце 1970-х годов как уменьшенная версия Airbus A300. Первый полет А310 состоялся в 1982 году, и он быстро завоевал популярность благодаря своей экономичности и гибкости. Однако к 2006 году этот лайнер считался уже устаревшим. В 2004 году Airbus A310 появился в парке авиакомпании «Сибирь». Это был один из первых широкофюзеляжных самолетов западного производства в ее флоте. После распада Советского Союза российская авиация переживала кризис, и многие авиакомпании начали модернизировать свои парки, заменяя устаревшие советские самолеты на более экономичные западные модели. К 2006 году самолет уже 19 лет находился в эксплуатации, что для авиалайнера довольно солидный возраст. Перед началом эксплуатации в Сибири самолет прошел переоборудование пассажирского салона, чтобы увеличить количество мест. Однако техническое состояние самолета к моменту вылета оставляло желать лучшего. Перед вылетом в Иркутск техники авиакомпании «Сибирь» выполняют рутинную работу. В предыдущем полете у самолета возникла проблема с реверсом левого двигателя, и технический персонал принял решение временно отключить его, деактивировать, чтобы продолжить эксплуатацию. Реверс – это система, которая помогает самолету безопасно тормозить после посадки. Она перенаправляет тягу двигателя вперед, создавая обратную силу, которая замедляет самолет. Реверс особенно важен на мокрых или коротких взлетно-посадочных полосах, где обычные тормоза могут быть менее эффективны. Также на этом самолете был отключен автопилот номер 2 из-за неисправности, которую нашли еще до вылета. Но это были не единственные проблемы. Всего в самолете значилось 6 неисправностей, и хотя они не являлись критическими, добавляли нагрузки на экипаж и системы самолета. Несмотря на неисправности, экипаж принимает решение лететь. В авиации существует понятие MEL – Minimum Equipment List, что переводится как минимальный перечень оборудования. Это перечень неисправностей, которые не являются критическими для безопасности полета, при условии, что экипаж и технический персонал соблюдают дополнительные меры безопасности. MEL позволяет авиакомпаниям продолжать эксплуатацию самолетов с незначительными неисправностями, не отменяя рейсы и не задерживая пассажиров. Например, если у самолета не работает реверс одного двигателя или один из автопилотов, MEL разрешает выполнять полеты, но с определенными ограничениями. Например, в случае с деактивацией реверса запрещены посадки на короткие или мокрые ВПП. Впоследствии все будут говорить об этом, но пока это лишь безобидная на вид запись в журнале. В 15 часов 15 минут по московскому времени экипаж начинает предполетную подготовку. Командир воздушного судна 45-летний Сергей Шибанов с налетом 10 611 часов, из которых 1056 часов на Airbus A310. Второй пилот 48-летний Владимир Черных, 9971 час налета. Летал на разных типах советских самолетов, но на Airbus A310 к 9 июля 2006 года налетал всего 158 часов. Помимо двух пилотов на борту находится 6 бортпроводников. Среди них 34-летний Андрей Дьяконов и совсем еще юная 22-летняя Виктория Зильберштейн. Они сыграют очень важную роль в этой истории. Все члены экипажа прошли медицинский контроль и готовы к приему пассажиров и выполнению рейса. На борт Airbus A310, выполняющего рейс 778, поднимаются 195 пассажиров. Большинство из них являются гражданами России, но среди пассажиров также есть граждане Германии, Китая, Польши, Белоруссии, Молдавии и Азербайджана. Многие летят домой,
или в отпуск, мечтая о скорой встрече с родными или новых впечатлениях. В 17 часов 17 минут по московскому времени Airbus A310 выруливает на взлетно-посадочную полосу аэропорта Домодедово. Пилоты проводят последние проверки, устанавливают взлетную конфигурацию и начинают разбег. Взлет проходит штатно, и самолет начинает размеренный набор высоты. Вскоре Airbus A310 достигает подписанного эшелона и берет курс на Иркутск. Полет проходит спокойно. Пассажиры наслаждаются комфортом, а экипаж внимательно следит за параметрами полета. Через несколько часов, когда самолет приближается к аэропорту Иркутска, экипаж запрашивает у диспетчеров погоду. Погода в Иркутске не радует. Слабый ливневый дождь, мокрая взлетно-посадочная полоса и низкая облачность. Сцепление с поверхностью ВПП снижено. Видимость ограничена. Несмотря на это, пилоты принимают решение выполнять посадку. Сибирь 778, снижаюсь, шасси выпущено, к посадке готов. Сибирь 778, посадку разрешаю. На курсе. Так, по высоте идем. Удаление 4 мили. Нормально. В 2006 году аэропорт Иркутска имел взлетно-посадочную полосу длиной 3300 метров, но его инфраструктура серьезно устарела. За торцом ВПП всего в 200 метрах находились бетонный забор и гаражи, что нарушало мировые стандарты, которые требовали минимум 300 метров чистого пространства. Эти постройки появились еще в советские времена, а в 90-х годах прошлого столетия их число только увеличилось. Местные власти выдавали разрешение на строительство гаражных кооперативов вблизи аэропорта, несмотря на запреты. Это было связано с коррупцией, нехваткой земли в городе и являлось полным игнорированием норм ИКАО. После касания взлетно-посадочной полосы в аэропорту Иркутска командир активирует реверс правого двигателя, чтобы замедлить самолет. Реверс левого двигателя был деактивирован, поэтому он остается в режиме малого газа. Однако через несколько секунд после приземления обороты левого двигателя внезапно начинают расти и достигают около 60% взлетной мощности. Это создает сильную асимметрию, разнотяг. Правый двигатель тормозит самолет, а левый толкает его вперед с нарастающей силой. Бортовая автоматика интерпретирует это как переход во взлетный режим. В результате она автоматически убирает тормозные щитки, спойлеры, которые должны были увеличить сопротивление и помочь торможению, а также отключает режим автоматического торможения колес. Экипаж теряет два ключевых инструмента для остановки самолета, оставаясь с ручным торможением и реверсом правого двигателя, который вскоре тоже выключается. Обороты растут. Еще раз реверс. КВС пытается повторно включить реверс правого двигателя, но система блокирует это действие из-за высокой тяги левого двигателя. Самолет продолжает разгоняться. Через 15 секунд после приземления пилоты полностью выжимают тормозные педали, но на мокрой полосе, покрытой водой, эффективность торможения оказывается низкой. Левый двигатель работает на повышенной тяге, и скорость падает лишь до 165 км в час, после чего снова растет до 180 км в час. Выкатываемся. Почему? Не знаю. Ё-моё! Выключаем двигатели. Двигатели экипаж выключить не успел. Самолет сходит с бетонной части ВПП и попадает на глинистый грунт. Экипаж отчаянно пытается скорректировать курс, выжимая педали руля направления, но это не помогает. Через 60 секунд после приземления лайнер на скорости около 180 км в час пробивает железобетонный забор аэропорта. Сразу за забором он врезается в ряд кирпичных гаражей. Удар разрушает носовую часть и центральный фюзеляж. Все, кто находится там, погибают мгновенно. Левый двигатель, работавший на высокой тяге, усугубляет повреждения. Разлив топлива вызывает пожар, который охватывает салон. В этот момент в хвостовой части лайнера, где оказывается много выживших, начинается хаос. Пассажиры в панике пытаются выбраться из горящего самолета. В этой критической ситуации проявляют невероятное мужество члены экипажа. Андрей Дьяконов, старший бортпроводник, находящийся в хвосте самолета, понимает, что времени на спасение мало.
Он выбивает заклинившую дверь и начинает силой выталкивать пассажиров наружу, оставаясь в горящем салоне буквально в паре шагов от спасения. Благодаря его действиям около 30 человек успевают выбраться из самолета. Вскоре часть самолета, где находился Андрей, начинает разваливаться. Сам Андрей так и не покидает горящий лайнер. За свой подвиг он будет награжден Орденом Мужества. Посмертно. 22-летняя бортпроводница Виктория Зильберштейн также проявляет невероятное хладнокровие. Она находит аварийный люк над крылом и открывает его, помогая пассажирам выбраться из самолета. С серьезными травмами Виктория последней покидает самолет. На следующий день после катастрофы в палату городской клинической больницы номер 3 в Иркутске красавицы-стюардессе один за другим заходили немногие выжившие пассажиры рейса 778. Молча сидели на краешке кровати, а потом также молча выходили и уже в коридоре рассказывали корреспондентам. Вика спасла человек 20 пассажиров. Она единственная, кто в том аду не потерял голову. Представляете, дым, ничего не видно, дышать нечем, и вдруг появляется светлый проем, и голос зовет: «На выход!» Мы думали, что это ангел. Спасибо ей, неземное. За свой героизм девушка будет награждена медалью за отвагу. Катастрофа рейса 778 авиакомпании «Сибирь» унесла жизни 125 человек. Среди погибших 120 пассажиров и 5 членов экипажа, включая командира воздушного судна Сергея Шибанова и второго пилота Владимира Черных. Выжили 78 человек, многие из которых получили серьезные травмы. Межгосударственный авиационный комитет пришел к выводу, что причиной катастрофы самолета Airbus A310 авиакомпании «Сибирь» явились ошибочные и бесконтрольные действия экипажа на этапе пробега после посадки в конфигурации самолета с деактивированным реверсом тяги одного двигателя. После приземления самолета командир воздушного судна при управлении реверсом правого двигателя непроизвольно и бесконтрольно переместил рычаг управления тягой левого двигателя, реверс которого был деактивирован, из положения малый газ в положение значительной прямой тяги. При отсутствии должного контроля и информирования со стороны второго пилота за параметрами работы двигателей и скоростью движения самолета, имея достаточный резерв времени на распознавание ситуации, экипаж не принял необходимых мер по переводу левого двигателя на малый газ или выключению двигателя. Самолет на большой скорости около 180 км в час выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с бетонным ограждением и строениями, разрушился и сгорел. Погибло 125 человек. Кроме того, расследование выявило конструктивные недостатки системы управления двигателями. В частности, было обнаружено, что усилие, необходимое для перемещения рычага управления тягой, могло быть меньше, чем обычно из-за ослабления фрикционного механизма. Это делало возможным случайное изменение положения рычага, особенно в условиях вибрации и тряски, характерных для посадки на ВПП в Иркутске. Также было отмечено, что второй пилот, несмотря на значительный общий налет, имел недостаточный опыт работы на Airbus A310, что ограничило его способность оперативно реагировать на нештатную ситуацию и помогать командиру в управлении самолетом. В условиях стресса экипаж сосредоточился на простых автоматизированных действиях, таких как торможение и удержание направления, но не смог предпринять более сложные действия, такие как перевод двигателей на малый газ или их полное отключение. Расследование также указало на недостатки в техническом обслуживании самолета. Наличие множества отложенных дефектов и повторяющихся отказов свидетельствовало о неудовлетворительном уровне подготовки технического персонала и контроля за состоянием воздушного судна. Я обычно доверяю выводам расследований Межгосударственного авиационного комитета, но в этот раз позволю себе высказать собственную точку зрения. Я категорически не согласен с формулировкой, что основной причиной катастрофы стали действия экипажа. Вина, на мой взгляд, целиком и полностью лежит на авиакомпании «Сибирь», которая эксплуатировала старый самолет, перегруженный техническими неисправностями, и недостаточно готовила экипажи к работе на этом типе воздушного судна. Более того, ситуация, возникшая после посадки в Иркутске, не была предусмотрена ни в одной инструкции, и пилоты попросту не знали, как на нее реагировать. Экипаж погиб, и было очень удобно сделать их козлами отпущения, переложив на них ответственность за ошибки и просчеты авиакомпании, а также выдвинуть версию, будто экипаж сам перевел двигатель во взлетный режим.
За рубежом в подобных случаях, когда некоторые моменты остаются не до конца ясными, не спешат с обвинениями и не придумывают версий. Вместо этого указывают, что катастрофа произошла из-за стечения череды трагических обстоятельств и сосредотачиваются на мерах, которые необходимо принять, чтобы подобное больше не повторилось. Разве пилоты виноваты в том, что рычаги управления двигателями не были должным образом зафиксированы и срабатывали от малейшего воздействия? Разве они построили кривую взлетно-посадочную полосу в Иркутске, после посадки на которую начинают трястись даже те элементы, которые раньше оставались неподвижными? Разве они возвели бетонные заборы и гаражи за полосой, которые не оставляют шансов на выживание в случае аварии? Разве они сконструировали далекий от совершенства Airbus A310? Подобных вопросов можно задать еще очень много, но виновных уже давно назначили, и на них повесили ярлык. А что вы думаете по этому поводу? Кто, на ваш взгляд, является истинным виновником этой трагедии? Считаете ли вы, что бортпроводники Андрей Дьяконов, ценой своей жизни спасший пассажиров, и Виктория Зильберштейн, достойны звания Героя России? И в целом, как вам это видео? Обязательно напишите в комментариях свое мнение. Я стараюсь отвечать практически всем. Безопасных вам полетов и спасибо за просмотр.